Схватился за грудь, упал и умер. И говорят, вот у него инфаркт. Так не бывает. Тема смерти, она немного пугает. В первую очередь не надо паниковать. Вот это самое главное. Видите ли вы вот эти страшные картинки, которые сейчас на пачках сигарет рисуют? Это мои картинки, чтобы вы понимали, это мои фотографии. Вы, кстати, вообще хоть по праздникам выпиваете? Зачем мне нужно собственными руками укорачивать себе жизнь? После смерти человек не умирает? Да. Друзья, сегодня мы будем говорить о жизни с судмедэкспертом, настоящим фаталистом, человеком, который не пьет и не курит. Алексей Решетун у нас в гостях. Здравствуйте, доктор. Алексей Решетун, врач, судебно-медицинский эксперт, автор 5 книг. Заявка была на эксперта от съемочной группы. Говорит, пожалуйста, позови патологоанатома, расскажите, что там происходит. Патологоанатом не пришел. Я знаю, что патологоанатом и судмедэксперт, это уже теперь, когда я готовилась к нашему интервью, это две разные специализации. Давайте поговорим об отличиях. Коротко или... Давайте коротко. Патологоанатом – это человек, который не занимается насильственной смертью, он не занимается внезапной скоропостижной смертью и так далее. Это человек, который работает в структуре больницы и входит в штат этой больницы. Вот. И, ну, скажем так, имеет дело с больничными смертями в основном. То есть с теми смертями, которые произошли в результате какого-то заболевания. Кроме этого, патологоанатом работает и с живыми людьми тоже, когда смотрит биопсийный материал, операционный и все такое. А вот все остальное, это работает судебно-медицинского эксперта. То есть вот эти сериалы про судебно-медицинских экспертов, которые работают у стола вместе с сотрудниками правоохранительных органов, это все действительно так и происходит в вашей жизни сейчас? Это не происходит так. И вообще по сериалам мнение о врачах, обо всех, ну ладно, о судебно-медицинских экспертах не надо строить, потому что ни одного сериала нет, где бы показан этот образ правильно был. Тема смерти, она, честно говоря, немного пугает. Вот лично меня. И сегодня, когда я готовилась к интервью, я, конечно же, в первую очередь хотела у вас спросить, а что происходит с нашим телом, с телом человека, когда оно умирает? Ну, боятся люди в первую очередь из-за какой-то неизвестности, потому что люди не знают, не понимают. Можно говорить о двух вещах. О том, что происходит с физическим телом и нефизическим телом. Какой вас интересует? Давайте сначала про физическое поговорим. С физическим телом происходят закономерные изменения, посмертные закономерные изменения, которые изучены уже давным-давно, которые делятся на две большие группы. Это ранние трупные изменения и поздние трупные изменения. Они сменяют одно другое. Идут постепенно. Это охлаждение трупное, это высыхание, мышечное окоченение, трупные пятна, потом присоединяется уже гниение, может быть мумификация и некоторые другие виды поздних трупных изменений. В каждой из этих фаз с телом, с тканями биологическими возникают определенные процессы, которые можно разглядеть невооруженным глазом. Вот мы их выявляем и на этом основании отвечаем на некоторые вопросы, в частности, о времени наступления смерти. Что происходит с ментальным телом человека? Не могу сказать, не знаю. Что-то происходит. Я знаю, что в одном из своих интервью вы сказали о том, что после смерти человек не умирает. Да. А что происходит не дальше? Знаю. Не знаю. Понятия не имею. Не знаю. Но что-то происходит обязательно. Вы каждый день сталкиваетесь со смертью, каждый день работаете. Что для вас в жизни тогда является самым страшным? Да я даже не знаю. Много страшных вещей происходит вокруг нас. Это, наверное, проблемы со здоровьем, скорее всего, близких людей, скорее всего. Наверное. Потому что сам факт смерти, во-первых, это естественный процесс. Он рано или поздно произойдет с любым человеком. Во-вторых, мы же работаем уже, скажем так, со свершившимся фактом. То есть, ну, гораздо, мне кажется, тяжелее работать тем же реаниматологам, которые периодически видят переход вот этот вот
смерть человека. Это, мне кажется, гораздо тяжелее. А у нас все уже свершилось. У нас есть объект для исследования, у нас есть задача, которую мы должны решить. Вот и все. Я знаю, что какое-то время назад вы отказались от алкоголя. Вот мы в наших программах очень часто и со многими экспертами говорим, да, что вот ВОЗ нам уже сказала, нет безопасной дозы алкоголя. И вот сегодня я хочу поговорить о том, чем человек самостоятельно может себе навредить и встретиться с экспертом, там, с патологоанатомом, с судмедэкспертом раньше своего положенного срока. Вот давайте поговорим об алкоголе. Почему? Вы, кстати, вообще хоть по праздникам выпиваете? А почему? Можете объяснить? Зачем? Ну, это весело. Это приводит Так я к и так какому-то могу расслаблению. повеселиться, я и так не напряжен, в принципе. Мне это не надо. Во-первых, мне это не надо. Во-вторых, у меня же была возможность в свое время, почему я про это говорю? У меня была возможность в свое время проверить вот эти стереотипы, в которых я тоже находился, относительно безопасной якобы дозы алкоголя, там, профилактических средств, его меры и так далее, проверить на материале, с которым я работал. У меня его было очень много всегда. Поэтому я этим занимался и сделал для себя определенные выводы. И все. И зачем мне нужно собственными руками укорачивать себе жизнь? Я не знаю, может быть, я сейчас выйду и попаду под машину, да, это не исключено. Но с другой стороны, если я не попаду под машину, зачем я буду лишний день себе забирать якобы безопасные дозы алкоголя? Ну для чего? Но все равно интересно, каким образом, нам же факты нужны людям, да, чтобы понять, что алкоголь – это вред. Что вредного в том, что мы пьем? Что вы видите, грубо говоря, когда открываете, смотрите на человека изнутри и понимаете, что вот его сгубил алкоголь? Мы видим изменения, которые возникают закономерно при употреблении алкоголя. Эти изменения касаются не только печени, как думают основная масса людей, они касаются всего организма. Это воздействие универсальное. И почему говорят, что нет безопасной дозы алкоголя? Потому что речь идет, во-первых, об этиловом спирте, как продукте, который входит во все продукты, абсолютно алкогольные. Во-вторых, речь идет о действии молекул алкоголя, не о каких-то миллилитрах, да, а действии молекул. С чем связано? Ну, самые основные, можно, если быстро сказать, два действия этилового спирта прямых. Это, во-первых, прямое цитотоксическое действие за счет того, что алкоголь является прекрасным жирорастворителем, а клеточные мембраны, как вы знаете, состоят из двойного слоя липидов, то есть жиров. И при попадании такой молекулы этилового спирта на клеточную мембрану в этом месте образуется дырка за счет растворения липидов. Цитоплазма выливается наружу, клетка погибает. Это не зависит от дозы. Это, еще раз говорю, речь идет о молекулах. Значит, это прямое цитотоксическое действие первое. И второй эффект, который причиняет очень много проблем людям, это эффект так называемой виноградной грозди. То есть этот эффект он был открыт в середине 50-х годов, еще потом был подтвержден, в том числе и нашими учеными. Он связан с тем, что теряется электрический заряд на поверхности эритроцитов. И не только эритроцитов, вообще клеток крови. И они в плазме крови из взвешенного состояния начинают перемещаться в виде таких слепленных друг другом комков, в виде виноградной грозди. Формально они не разрушаются, качество их не теряются, эритроциты могут переносить кислород, и вроде бы все нормально. Но когда такой комок доходит до капилляра, а капилляры это самые мелкие сосуды, они настолько мелкие, что эритроциты могут протиснуться в них только по отдельности, и то иногда вот так вот скручиваются, чтобы пройти, чтобы там осуществился газообмен тканевой. Вот. Так вот, когда вот эта гроздь из эритроцитов достигает капилляра, она его закупоривает и пройти в него не может. И все, что ниже места закупорки, вот это несколько, допустим, даже десятков клеток. Но эти десятки клеток умирают. Это возникают изменения по типу инфаркта. То есть кровь туда не поступает, возникает ишемия, гипоксия и некроз вот этого вот маленького участка. Понятно, что речь идет о клетках всего лишь, но это же много грозди вот этих виноградных, это же много молекул.
И самое главное, что иногда вот этот участок, он просто не успевает восстановиться, потому что человек принимает еще одну дозу, казалось бы, безопасную. Вот и все. Так возникают хронические изменения в организме, которые мы можем наблюдать невооруженным глазом. Вот эти хронические изменения имеют какой-то свой лимит в литрах, например? Там человек выпил 30 литров и все, здравствуйте. Нет, этот вопрос всегда люди задают, и всегда это важно применительно к себе. А как же вот у меня? Да, это нельзя на этот вопрос ответить однозначно, потому что у каждого своя наследственность, у каждого свой метаболизм, у каждого свой уровень алкоголь-дегидрогеназы и так далее. То есть все строго индивидуально. Нас смотрят люди, взрослые люди, старше 45 лет. Кто-то там выпил уже свою цистерну, да, и вот, может быть, сейчас он мечтает о том, чтобы завязать. Не поздно еще? Нет, конечно, нет. Никогда не поздно. А можно резко бросать пить? Нужно, скажите? нужно. Просто в один день встал Конечно, и завязал. конечно. Хорошо, поехали дальше. Про табакокурение тоже хочется поговорить. Что вы видите? Видите ли вы вот эти страшные картинки, которые сейчас на пачках сигарет рисуют? Это мои картинки, чтобы вы понимали, это мои фотографии. То есть, ну, про импотенцию я не знаю, я не снимал. А вот то, что касается прокуренных легких, рака легких, гортани и так далее, это мои фотографии с работы. Я их делал в свое время. Вот. И, конечно, я это все вижу, естественно. Это происходит только от обычного табака или вот сейчас вейпы, электронки? Что видите вы в связи с этими? От этого возникают несколько другие изменения. То есть при употреблении электронных сигарет, вейпов и всяческих дудок вот этих, которые дудят, в том числе и школьники, не образуются классических легких курильщиков, потому что сажи как таковой нет, она не попадает в легкие. Но это не значит, что они полезнее, потому что действует огромное количество всяких химических веществ на те ткани, на которые они не должны действовать. Много всяких других. Тетрагидроканнабинол, и токоферол-ацетат, и глицерин тот же самый горячий, много чего еще. И изменения возникают другие, по типу быстро развивающегося фиброза легких. А фиброз – это явление необратимое. И когда он формируется у человека, человек получает инвалидность, стойку на всю жизнь. Были случаи, я помню, несколько лет назад, когда только пришли электронки, попадали молодые люди с коллапсом легкого. Вот от этого может человек умереть? Да, конечно. От таких паленых сигарет? Ну, конечно, может. Вы поймите, что любое вещество, которое делает вас зависимым, оно априори не может быть вам полезным или хотя бы нейтральным. Потому что в этом великий закон маркетинга. Подсадить человека на что-то, от чего он будет зависим, для того, чтобы он потом это что-то купил. Он себе хлеба потом не купит, а вот это он купит. Прекрасно. Как бросаем курить, Алексей? Сразу. Пусть переломает, пусть будет тяжело, но надо сразу бросать курить. А вы курили когда-нибудь? Нет. Ну, приходят люди и говорят, я не могу, вот не могу, меня значит, он не разрывает. хочет просто, и все. Так не бывает. У меня куча знакомых людей, которые бросили курить именно в один момент, в одну секунду. Все. То есть нужно сначала вот здесь Да. и осознанно. А все остальное, это все ерунда полнейшая. Что убивает нас каждый день еще, помимо алкоголя и табакокурения? У кого как. Я не знаю даже, да и неправильный образ жизни. И все остальное. Все эти факты, они прекрасно известны. Вот. Они, конечно, не оказывают такого катастрофического влияния на организм, как, например, алкоголь, табак, наркотики и так далее. Но все-таки с течением времени эти изменения тоже развиваются, и часть из этих изменений тоже необратимы, к сожалению. Это жиры, там, я не знаю, это сладости, это соль. Что это? Все хорошо в меру, есть такая пословица. Да? Вот как бы мы у себя на работе, я, например, не наблюдаю смерти именно от какого-то там небольшого переедания или там пересаливания пищи.
Вот, мы не можем такую вот конкретную зависимость вывести. Но, например, случаи какие-то крайние мы видим. Были случаи анорексии, например, смертельные, и случаи ожирения смертельного. Они бывают, да. Вот тогда картина очень характерна. Что происходит с человеком, когда говорят, что он умер от старости? От старости смерть есть, она допустима, она даже, скажем так, регламентирована международной классификацией болезней, есть специальный код для этого. Это постепенное угасание всех функций организма. Сочетание гипертрофических процессов с атрофическими процессами. При этом человек должен быть старческого возраста, не пожилого, а именно старческого возраста. Это сегодня, по-моему, 75, да? Больше 85 лет. И у него должны отсутствовать проявления каких-то острых состояний, это понятно, ну и каких-то выраженных хронических заболеваний. Такое бывает очень редко. Очень редко. Последнюю смерть от старости ставили у нас, я помню, несколько лет назад. Больше я не помню такого. Потому что, как правило, все равно какая-то болезнь так или иначе приводит к каким-то изменениям, которые в свою очередь приводят к смерти. Внезапная сердечная смерть – это то, что часто шокирует людей, в особенности, когда молодые люди умирают и ставят внезапная сердечная смерть. С чем это может быть связано и возможно ли как-то это вообще предотвратить? Внезапная сердечная смерть – это не инфаркт, это не так, как показывают в кино, человек схватился за грудь, упал и умер, и говорят, вот у него инфаркт. Так не бывает. Значит, она бывает в основном двух видов. Это может быть, во-первых, тромбоз венечной артерии какой-то, когда в результате разных обстоятельств происходит сгущение крови, повышенное тромбообразование и так далее. Как правило, человек прекрасно это знает, потому что к этому времени уже есть и жалобы какие-то, и человек обследуется, и сдает кровь, и видит свой и протромбиновый индекс, и скорость свертываемости и так далее. И он уже, как правило, принимает какие-то лекарства. Вот. Но все-таки такие случаи бывают, когда вот этот тромб, он откуда-то, например, из камер сердца, он улетает в венечную артерию, ее закупоривает, и сердце резко, одномоментно перестает получать кислород. Вот. Оно останавливается. Это первая ситуация. И вторая ситуация, когда может быть кровоизлияние в атеросклеротическую бляшку, так называемая нестабильная бляшка, когда у человека есть распространенный хронический процесс, который называется атеросклероз, сопровождаемый образованием бляшек как раз в сосудах. И вот в эту бляшку, которая находится во внутренней оболочке одной из венечных артерий, в нее по каким-то причинам, по разным, стрессовые могут быть причины, физическая нагрузка, все что угодно, возникает кровоизлияние в эту бляшку. Кровоизлияние – это катастрофа всегда. То же самое, сердце останавливается. Вот два вида внезапной сердечной смерти, которые встречаются чаще всего. Я правильно понимаю, что ничего невозможно уже с этим сделать? Если случилось, то человек умирает? В основном да. В основном да. Три причины каких-то нелепых смертей, которые можно было бы предотвратить. Их, наверное, даже больше, чем 3. Они все так или иначе, они все связаны или с человеческой какой-то наивностью, или с глупостью, или с алкоголем. А чаще всего с сочетанием всех вот этих 3 моментов. Я про них очень много рассказываю у себя и в телеграм-канале, и в лекциях, и везде рассказываю. Как правило, они связаны с алкоголем, потому что критика утрачивается, подкорка растормаживается, лихость начинает зашкаливать, и вот все, что с этим связано. Но, как правило, человек, который внезапно встречается вот с какой-то из таких ситуаций, например, асфиксия, или остановка сердца, человек находится в панике, он не знает, что ему делать. На сегодняшний день есть ли ваша конкретно какая-то рекомендация, что каждый из нас должен уметь делать в случае таких экстренных ситуаций? Как пострадавший или как очевидец? Как очевидец в первую очередь. В первую очередь не надо паниковать. Вот это самое главное, потому что во время суеты, паники тратится драгоценное время. Нужно, во-первых, удостовериться, все ли с человеком нормально. Если вы видите, что человеку плохо, это может понять любой человек,
что человеку становится плохо. Нужно сразу вызвать скорую, сразу, чтобы не тратить время. Вызвать скорую тоже надо уметь. Это, ну, скажем, надо сделать кратко, но тем не менее передать всю необходимую информацию. После того, как скорая приняла вызов, она уже едет, после этого нужно за человеком наблюдать. Если у него пропало дыхание и сердцебиение, нужно немедленно приступать к оказанию реанимационных мероприятий. Ну, мало кто, мне кажется, может это делать. Это очень плохо, потому что вот эти мероприятия, эти приемы, они должны быть на практике людям показаны со школьного возраста. Причем не просто рассказаны, а люди должны их отрабатывать постоянно, чтобы это было на автомате, что называется. Мы, кстати, проводим занятия такие со школьниками по СЛР, по сердечно-легочной реанимации. Только школьники могут посещать? Например, мне тоже было бы очень интересно. Ну, Мне вот, кажется, каждый человек должен. может быть, уметь где-то это делать. в рамках какой-то гражданской обороны есть, не знаю, но мы в университете у нас проводим вот для детей. Да, для детей. И если это, например, асфиксия каким-то предметом, как показывают часто вот в кино, там, смерть наступает очень быстро. Скорая, как правило, не может успеть доехать. Поэтому то же самое, главное не растеряться и правильно оказать тот же самый прием Геймлиха или поколачивание по спине, правильно, ну и так далее. То есть самое главное сохранить спокойствие, потому что человек, с которым это случилось, он не будет сохранять спокойствие, как правило. Он будет паниковать, он будет совершать лишние движения, тратить драгоценное время. Ваша задача его успокоить, взять его и себя в руки и правильно оказать вот эти реанимационные мероприятия. Итак, если мы просто оказались в качестве наблюдателей, первое, что нам нужно сделать, без паники, спокойно вызвать скорую помощь и находиться рядом с пострадавшим человеком. Если у него пропало дыхание и сердцебиение, немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию. В первую очередь это компрессия грудной клетки, не прямой массаж сердца. Где-то есть видео, которое мы можем вставить, например, Конечно, сюда ссылочкой, для того, чтобы зрители Таких наши... видео очень много. Отлично, хорошо. Поговорить хочется еще о безопасном пространстве, ведь мы сами часто подвергаем себя опасности в нашем доме, в автомобиле, не пристегиваясь, да, переходя дорогу и так далее. Давайте все-таки напомним, может быть, вы скажете, есть ли какая-то статистика, например, по вот таким вот глупым смертям. Не пристегнулся человек, например, потому что считают, что не надо пристегиваться. Ну, статистики в цифрах у меня нет, конечно, но по опыту могу сказать, что этих случаев очень много. И вот из этих мелких правил состоит как раз, скажем так, состоят правила человеческого общежития. Они очень маленькие, очень какие-то такие вроде бы и не очень важные. Часть из них написаны где-то, часть из них не писаны. Эти правила, все про них, как правило, знают, но очень редко кто их соблюдает. Вот переход дороги в неположенном месте, например. Я думаю, вы сами видели, как те же самые бабушки еще с внуком под мышкой бегут, сломя голову, хотя вот в видимой доступности находится пешеходный переход. Те же самые непристегнутые люди, те же самые переходы рельсов перед поездом. Это происходит каждый день. Вот эти случаи дурацкие. По поводу непристегивания за рулем я уже устал про это говорить. И люди постоянно говорят одно и то же, что вот у них был какой-то там знакомый троюродного дяди, который когда-то там при аварии выбил ветровое стекло и отряхнулся и пошел дальше, а машина вся в гармошке. Да, и хорошо, что не пристегнулся. Вот. Конечно, хорошо, да. Но как бы случаи бывают всякие. Мы же говорим о статистике, об общем. И, возможно, такие случаи бывают. Бывают люди, что падают с 9-го этажа и остаются живыми. Такое тоже бывает. Но мы же говорим в общем. И тем более нельзя рассматривать, например, автомобиль 30 лет назад и автомобиль сейчас. Тогда это было ветровое стекло, которое на резинках всунуто было в каркас автомобиля, и теоретически его можно было выбить ногой, выдавить. Сейчас ветровое стекло, оно вклеено в каркас, это часть каркаса фактически. То есть оно специально сделано так, чтобы нагрузка физическая при столкновении распределялась в том числе и на стекло, чтобы гасились эти колебания. И, конечно, человек может выбить это ветровое стекло и вылететь, но мозги останутся на ветровом стекле. Как бы, если это не важно человеку, он может не пристегиваться, проблем нет. Но человек очень часто сам себе создает проблемы, не соблюдая вот этих простейших правил.
Правила поведения на дороге, понятное дело, напомнили. Что касается нашего дома и в первую очередь наших детей, наверное, об этом тоже стоит поговорить, потому что, сейчас уже заканчивается, слава богу, сезон открытых форточек и окон, но тем не менее, давайте скажем об этом. Я про это устал тоже говорить. Я писал про это и в книге «Как не умереть молодым», и говорю в лекциях постоянно. Это сезонность, она каждый год повторяется. Начинается с того, что ребенка приучают играть на подоконнике. То есть сажают, подоконник широкий, ребенок смотрит на машинки, облокачивается на стекло, смотрит, ему интересно. Потом начинается тепло, открываются окна, ставятся противомоскитные сетки. Ребенок не понимает, он облокачивается на нее, потому что он привык, и вместе с сеткой улетает вниз. Это такие случаи, которые возникают каждый год. Каждый год. И бесполезно об этом говорить. Почему-то родители не понимают, что это делать нельзя. И таких сезонных случаев очень много. Например, вот сейчас начнется сентябрь, в начале сентября будут дети возвращаться из каких-то там деревень, баз отдыха и так далее. И будут попадать под машины. Потому что за лето они отвыкли от большого города, водители отвыкли от детей. И конец августа, начало сентября идет подъем вот таких вот случаев. То же самое и много чего еще. Что могут сделать родители сейчас? Мы выходим в преддверии сентября, сейчас начнется школа. Может быть, там какие-то светоотражающие элементы, может провести отдельную беседу. Дайте, пожалуйста, советы конкретные. Здесь, понимаете, здесь перебора не бывает. Здесь все важно. И отражающие элементы, и беседа с этим школьником, и контроль даже иногда поначалу за человеком, пусть он даже уже взрослый, целый 3-й класс ходит. Это как бы здесь перебора не бывает, потому что речь может идти даже не о секунде, а о какой-то доле секунды, когда дальше изменить ничего нельзя будет. Лучше перестраховаться. Все, что могут родители сделать, они должны сделать в этой ситуации. Правила жизни. Мы говорили о сердечной смерти неожиданной. Вы проходите диспансеризацию? Да. Как вы контролируете свой организм? Расскажите. Я прохожу диспансеризацию качественно. Хотя бы раз в год это надо делать. И все. У нас очень часто диспансеризация проводится чисто формально. Кто хочет торчать в этих кабинетах? Мы сами, когда были студентами, я прекрасно помню. То есть все эти карточки даются старости, он заходит в кабинет и выходит у всех проставленный медосмотр. Так делать нельзя. Пока есть возможность у нас проходить бесплатно относительно где-то на предприятиях медосмотр, надо проходить его качественно. И даже если врач каким-то образом уклоняется, потому что они тоже бывают всякие, могут спросить, есть жалобы, нет, на тебе, иди, все. Нет, он должен посмотреть тебя обязательно. Надо пользоваться бесплатной возможностью пройти всех необходимых специалистов. Потому что эта система периодических медицинских осмотров, она у нас идет, слава богу, еще с Советского Союза, где она была разработана не просто так. У каждого возраста есть свои факторы риска, есть свои специалисты, которые необходимы для того, чтобы человека осмотреть. И так далее. То есть сам человек должен ответственно к этому подходить. То есть эта система диспансеризации, которая сегодня на территории Российской Федерации бесплатна и доступна каждому жителю, она действительно может обеспечить гарантию здоровья нам. Гарантию, как говорил Остап Бендер, человеку может дать только страховой полис. А то, что это позволит, скажем так, предотвратить что-то или выявить что-то нехорошее на ранних стадиях и излечить, это 100%. Будем говорить об опасных каких-то состояниях, топ-3 опасных состояния, при которых человек обязательно должен пойти к врачу, чтобы предотвратить свою скорейшую кончину. В первую очередь, это, конечно, какие-то сердечные проблемы. Высокое давление обязательно. И сердечные проблемы, особенно это касается мужчин, особенно это касается боли в груди, потому что мужчины до сих пор многие считают, скажем так, слабостью обращаться к врачу при боли в сердце. Может развиться инфаркт, это очень нехорошо, потому что инфаркт развивается долго, в течение нескольких часов. И если в это время человека госпитализируют, то инфаркта можно не допустить. В Москве очень хорошая помощь именно на доинфарктном этапе. И инфаркта не будет. Человек будет жить дальше совершенно нормальной, спокойной жизнью, без инвалидности, без реабилитации, без ничего.
Если до инфаркта довести, тут, скажем так, возможны варианты, очень даже иногда печальные могут быть. Вот с этим никогда нельзя тянуть. Мгм. Поехали. Проблемы с сердцем, понятно. Любые проблемы с сердцем, мы обращаемся Да, к специалисту. сердце, высокое артериальное давление, ну и плюс различные какие-то соматические состояния, когда человек чувствует, что ему прям совсем нехорошо. То есть не надо бояться вызывать скорую, у нас пока еще, слава богу, это бесплатно. Вот, не надо этого бояться. Лучше перестраховаться. Я сейчас не говорю о том, как делают некоторые бабушки, чтобы вызывать скорую, просто чтобы поговорить. Вот. Нет, конечно. Но каждый сам человек может критически себя оценить. Если он чувствует, что да, действительно, ему плохо, реально плохо, надо вызвать скорую. Ничего страшного, пусть приедет скорая, посмотрит, в конце концов выдаст талон на то, чтобы завтра в поликлинику сходить. Я знаю, что вы пишете сейчас 5-ю книгу, вы автор 4 популярных книг. Она уже написана. Она уже издана, написана. да. А как называется? Я не буду пока название говорить, вот, но она будет о пациентах, обо всех нас. Для кого вы пишете эти книги? Что человек, что зритель может из этих книг для своего здоровья взять, почерпнуть? Ну, они написаны как раз для этого, чтобы людям продлить жизнь, потому что не все, естественно, люди являются врачами и вообще работниками медицинской сферы. И некоторые моменты они просто могут не знать в плане просто отсутствия какого-то профильного образования. Вот последняя книга, которая будет о пациентах, там будет рассказано и про врачей, и про пациентов. Но в первую очередь, как ведут себя пациенты иногда, по-дурацки совершенно. Вот, потому что процесс лечения – это обоюдный процесс. Это не происходит так, как некоторые приходят и говорят врачу: лечи меня давай. Вот. Нет, он сам должен в этом участвовать. Причем неизвестно еще, кто больше должен в этом участвовать. И вот про это написана как раз эта книга. Алексей, а как вы считаете, может ли человек где-то получить какую-то информацию о смерти, чтобы прекратить ее бояться? Вообще, нормально ли это бояться смерти? Да нет. Но это неизвестность, понимаете, она всегда людей каким-то образом напрягала. Всегда. Вот. Ну, я пытаюсь как-то об этом рассказать вот в лекциях своих как-то. Вот есть лекция отдельно называется, так называется, «Что происходит с нами после смерти». Вот. Разные есть моменты. Кто-то в вере себя находит, да, и не боится этого. Кто-то... Надо просто принять тот факт, что рано или поздно это когда-то произойдет. Речь не о том даже, что это когда-то произойдет. Речь о том, как именно это произойдет. Вот это вот гораздо серьезнее. И, ну, скажем так, в этом смысле от человека самого очень много зависит. А бояться этого не надо, какая разница, боишься ты, не боишься, все равно это произойдет. А как-то можно подготовиться к этому? Я не знаю, наверное. Лучше всего морально готовиться, морально. Принять этот факт и не думать о нем больше вообще. Все. Друзья мои, сегодня мы в очередной раз убедились, что на самом деле, соблюдая элементарные меры безопасности и оградив своих детей и себя от тех опасностей, которые подстерегают нас каждый день на дорогах, в автомобиле или дома, мы можем продлить свою жизнь. Еще лучше мы можем сделать жизнь свою еще качественнее, если вовремя будем обращаться за медицинской помощью. Ну и, безусловно, отказ от алкоголя, от сигарет, от жирной пищи, я думаю, что это must-have, который просто должны все сделать, все как печать себе Не все могут это сделать. Человек слаб, но если человек это не может сделать, ну хотя бы он должен себя по максимуму в этом ограничить. Это в его собственных интересах. Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, был в гостях сегодня в нашей студии. Друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Мы с вами прощаемся, увидимся. Пока.